дурацкое облако. Ты чё, мышь? Тебя кто сюда звал вообще? Была бы отличная фотография по солнцу, но нет, весь поезд теперь в тени. Придется все высветлять. О, привет, друзья! Небось, заждались новый видосик на моем канале? Да вот он, пожалуйста. Обзор железнодорожной линии Сызрань-Вязьма. Ну, скорее не обзор, а очередной влог о том, как мы здесь шляемся и фотографируем поезда. А дело было так. В 5 часов утра в Москве мы арендовали машину в Сити-Драйве и поехали в Сарае, на станцию Верда. Это те самые Сараи, куда ездит Икарус 256 из Рязани. Хотя, наверное, я буду монтировать видео так долго, что этот Икарус успеет списать и разрезать металлолом. Короче говоря, мы хотели приехать на переезд, но дорога к нему оказалась недоступна для нашего потрясающего автомобиля. Пришлось ехать на станцию Верда, ставить машину там и идти сюда, на эти прекрасные холмы, пешком. Что мы увидели по дороге? А по дороге на это замечательное место мы сняли целых 3 ТМ-ки уже. 3 ТМ-ки. Тепловозы ТМ-18ДМ, маневровые. И вот вы скажете, какая ерунда, кого можно удивить тепловозом ТМ-18ДМ в корпоративном окрасе? Вот именно, ТМ-18ДМ. Ну подожди, у них у всех разные буферные фонари. Да, действительно? Посмотри, у первого они округлые, подстекольные, похожи на форму, как буферные фонари у Л-10, да? А, точно, в натуре, У смотри. второго новомодные светодиодные свинячьи глазки. Да, вот это вообще смотри... ничего не Это разглядеть. так себе смотрится, И на мой взгляд. последний, подстекольный, назовем его так. Здесь такие, да? Здесь они в одном блоке. А, ну это Здесь классика, как у любых и нормальных красный, и тепловозов. белый огонь, да, и выглядит это, как будто бы это какой-то старый добрый ТЭМ-2, я не знаю, там, поздних номеров, ТЭМ-2М какой-нибудь. Тебе Ну, какой больше нравится, а? Мне вот последний нравится как раз, вот с этими самыми блок-фарами, назовем это так. Да. Как-то это более как-то органично выглядит, особенно уж с этими свинячьими глазками, если сравнивать, вообще. Да, блок-фара классная, но какой она облезлый. Ну, что есть, то есть. Мы находимся на перегоне Верда-Ремезова исторической Сызранско-Вяземской железной дороги. Первый участок, который был открыт в 1867 году от Маршанска до Ряжска. В 1870 году железная дорога пошла дальше в направлении Вязьмы. Был открыт участок Ряжск-Скопин, а в 1874 дорога была полностью достроена до Вязьмы. И таким образом железная дорога имеет протяженность более 1300 километров. Правда, это вся развернутая сеть со всякими другими прилегающими участками. Эх, березонька, березонька. Что-то я отвлекся. Надо сказать, что на текущий момент такой железной дороги, как Сызранско-Вяземская, не существует. Данная железная дорога в нынешнее время разделена между Куйбышевской железной дорогой и Московской железной дорогой ОАО РЖД. Мы находимся на участке Куйбышевской железной дороги, а дальше от Ряжска и до Вязьмы Московская железная дорога. Данная железная дорога проходит через следующие города, такие как Кузнецк, Пенза, Маршанск, Ряжск, Скопин, Павелец, Узловая, Тула, Калуга, ну и, соответственно, Вязьма. Да, спасибо. Отличная историческая справка. Ну, а я сейчас вам покажу, куда нас занесло. Обзор локации. Итак, мы на перегоне Ремезово-Верда. Интересен этот участок тем, что является единственным участком Куйбышевской железной дороги на территории Рязанской области. Мы неподалеку от городка Сарая. И вот здесь есть вот такие замечательные выемки, с которых можно сделать классные фотографии. Вы видели, как здесь получился ТЭМ-18. И, собственно говоря, мы приехали сегодня ради того, чтобы сфотографировать цветные международные поезда. Какие? Ну, сколько можно тебе повторять? Мы снимем поезд Москва-Ташкент 306 и 317 Бишкек-Москва. А, точно, спасибо. Интересны эти поезда тем, что они формируются не российскими железными дорогами, а местными. Соответственно, Бишкек — это киргизская железная дорога, а Ташкент — это узбекская железная дорога. Поэтому они не скучные красно-серые, а цветные, очень даже симпатичные, редкие и поэтому, конечно же, интересные. Обратите внимание, это типичная ситуация для фотобомбежей, когда вот там солнечно, а здесь тень. И из-за этого приходится делать какие-то долбанутые настройки, а потом вытягивать поезд в фотошопе, чтобы поезд был такого же уровня освещения, как и все остальное. А всему виной вот эти мерзкие облачка. Но если фотографировать на нормальную камеру, это уже не так критично. Можно 2 позвонками сделать пересвеченные области темными, а темные области светлыми. Правда, все равно еще придется добавлять насыщенности, потому что когда объект находится в тени, насыщенность немножко уходит. В общем, снимайте в RAW, все будет нормально. Что касается локомотивов на этой железнодорожной линии, то все довольно скучновато. Пассажирские тепловозы — это ТЭП-70БС Куйбышевской железной дороги.
А грузовые — это 2Т-10 различных модификаций. До недавнего времени здесь было много тепловозов со старым дизелем 10D100, так называемые бубнилки. Но за последние годы все они практически прошли капитальный ремонт с установкой дизеля D49. Теперь они не бубнилки, а кастрюльки. Ну, потому что у них на крыше появился элемент, похожий на кастрюлю. Но зато здесь нет 2Т-25КМ и 2Т-116У, а только луганский тепловоз. Поэтому, хоть они в корпоративных цветах, хоть они так называемые кастрюльные, все равно фотографировать их интереснее, чем те же самые 2Т-116У и 2Т-25КМ, которые внутри своих серий являются копиями друг друга. Oh my! А всякая мелочевка типа маневров или вывозных поездов — это ТЭМ-18ДМ. До недавних пор здесь можно было встретить много тепловозов ТЭМ-2, но, к сожалению, все, они уже свое отработали. Если хотите увидеть отсюда много крутых фоток, зайдите в профиль вот этого товарища на Rail Gallery. У него отсюда целая куча классных, замечательных фотографий. Кстати, я должен предупредить вас об одной опасности, которая подстерегает всех любителей пофоткать поезда. Клещи! Именно сейчас, когда ранняя весна и очень теплая погода, они вылезают из своих нор и начинают шебуршить в траве. Поэтому если вы вдруг садитесь в траву, ставите в траву свои вещи, рюкзаки, штаны, после этого обязательно проверяйте, не залезли ли эти мелкие вредители на ваше имущество. Потому что если укусят, могут быть проблемы. И давайте для примера я сейчас осмотрю свои брюки на предмет наличия клещей. Так, смотрим, есть ли у меня кто-нибудь. Вроде никого нет. Короче, остерегайтесь этих мелких членистоногих. Здесь бы прорекламировать какое-нибудь средство от насекомых, но, к сожалению, никто не предлагал мне рекламные контракты. Ты какую-то фигню тут ходишь, рассматриваешь в траве, а там вот за холмом белазы в карьере ездят. Сходил бы, посмотрел, поезда все равно нету. Ага, сейчас, так я на это и повелся. Уже был такой случай, когда мы снимали видос в полотняном заводе в 2020 году. Кстати, посмотрите, если еще не смотрели. Кстати, пока я стоял, снимал белаза, там Т-114 выкатился на станцию. Я даже его видел. Но ничего страшного, я его все равно уже сфоткал там, в лесу. Какая разница? Вот, кстати, еще один белаз. Ну вот, поезд уже где-то за холмом, мы слышим, как он гудит. И, как видите, набежала тень от вот этого противного облака. Надеюсь, что оно улетит, потому что иначе опять придется много шаманить фотографий в фотошопе, чтобы были красивые сочные цвета. Ну вот, вроде бы оно уходит. Посмотрим, что из этого получится. Это у нас поезд какой? Москва-Ташкент. Москва-Ташкент. Встречайте. Так, ну вроде получилось замечательно, только какой-то негодяй поставил 2 РЖДшных вагона в начало состава. Безобразие. Как тебе фотка? Пойдет. Что-то да получилось. Фотографировать бишкекский поезд мы переместились на другой холмик. Вон стоят эти двое, примеряются. Сейчас я к ним тоже подойду и покажу вам, какая открывается картина. Конечно же, фотографировать его снизу при наличии холмов нет никакого смысла. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Вот какой замечательный вид открывается с холма. Сразу видны и деревья, и различные бугорки, и всякие другие элементы рельефа. В общем, всегда, если есть холм, нужно фотографировать именно с холма. Получается очень красиво. А что здесь с другой стороны? А с другой стороны помойка. Согласитесь, что такого безобразия в России быть просто не должно. А как этого избежать? Сортировать отходы прямо у себя дома, если есть такая возможность. Пластик в пластик, металл в металл, тетрапак в тетрапак, бумагу в бумагу и так далее. А потом все это собирать и отвозить в специальный пункт переработки. Я делаю это с 2011 года. Не хочу принимать участие в этом безобразии и вам не советую.
Итак, это был поезд Бишкек-Москва. К сожалению, с недавних пор он синего цвета. Это не очень хорошо, потому что к нам и так уже заезжают поезда синего цвета с белорусской железной дороги. Поэтому теперь поезда из двух государств выглядят одинаково. То есть стало меньше разнообразия. Это не очень хорошо, но все равно поезд красивый. А еще на нем и до сих пор есть маршрутная доска на боку вагона. Российские железные дороги от этой практики почему-то отказались, а зря, потому что электронное табло очень плохо видно снаружи. А еще на этом поезде есть красивый герб. А еще я сфотографировал аэробус А380, который летел в Домодедово. Вы можете прочитать на Дзене историю о том, как я потратил 15 тысяч рублей, чтобы сделать его фотографию уже ближе к Москве. Ссылка в описании. Говорила мне мама: сынок, никогда не покупай машины на букву Ф. Фиат, Форд, а также любые французские. Обзор автомобиля Renault Arcana, господа. Так, что можно сказать про внутренность автомобиля Renault Arcana? Замечательно, что здесь нет цифровое табло, как в каком-нибудь Geely Coolray или Cherry Tiggo 7 Pro, потому что вот это вот на солнце не отсвечивает. Переходим к аудиосистеме. Опять же, здесь куча разных кнопочек, что лично мне нравится гораздо больше, чем сенсорный экран. Сразу нажал, допустим, подключить к телефону. Здесь можно перейти в прослушку с телефона, здесь радио, здесь всякие другие кнопочки. Короче, кнопочки One Love. Подогрев сидений тоже на кнопочках, аварийка на кнопочке, эко-режим на кнопочке, кондиционер на кнопочке. И самое главное, это вот эти чудесные крутилки климат-контроля. Если вы помните, Хавейл Джоли мне не понравился именно потому, что там вместо крутилок все в бортовом компьютере. И нужно рыться, искать, и очень неудобно пользоваться климат-контролем. Здесь же раз подкрутил, по красоте. За климат-контроль Arcana получает лайк. Что касается аудиосистемы, то громкость можно регулировать, нажимая на козьи лапки, вот на эти вот. А вот этот диск переключает следующую, предыдущую песню. Также здесь есть, конечно же, круиз-контроль, который мне нравится, но мне не нравится, как он здесь работает, потому что здесь машина как-то неадекватно себя ведет, начинает завышать обороты и все такое. Короче, коробка передач так себе. И вообще, эта машина едет деревянно. Я нажимаю на газ, она немножко думает, и только потом газует. На обгонах очень не хватает спорт-режима, динамика так себе, поэтому... Я взял эту машину сегодня в поездку только потому, что поблизости не было моего любимого Geely Coolray со спорт-режимом, который отлично ведет себя на дороге. Что еще мне нравится, что здесь передача, точнее не передача, а селектор сделан в виде вот такой ручки, а не в виде какой-то очередной крутилки или джойстика, как в китайцах. Но это скорее дело привычки, опять-таки. Вот такой здесь салонный пластик. Но это эконом-класс, поэтому не стоит удивляться такому салону. Лично меня вполне устраивает. Также здесь есть вот такие замечательные огонечки с кнопочками. Все как в нормальном автомобиле. И, конечно же, есть замечания, которые я зафиксировал еще до начала аренды. А теперь немножко экстерьера. Конечно, не самая красивая в мире машина. Тот же самый Geely Coolray мне нравится побольше. Ну, давайте посмотрим. Ну, в принципе, я думаю, все понятно. Сойдет для сельской местности. Типичный дизайн современного автомобиля. Ничего выдающегося, на мой взгляд. Моя оценка Renault Arcana 6 заводов АЗЛК из 10. Ведь именно на территории этого завода она и собиралась. Для небольших поездок по городу, наверное, окей. А вот на дальней поездке брать не советую. Она такая деревянная, что даже фуру на дороге обгоняет еле-еле. Мы приехали фотографировать поезд номер 150 с двойной Машкой, предположительно он поедет. И мы находимся сейчас в окрестностях станции Скопин, а точнее на перегоне Скопин-Желтухино. Мы приехали вот на этот замечательный переезд. Место здесь вот такое, получится хорошая фотография. Уже горит зеленый входной, то есть скоро поезд будет здесь. А пока мы ждем наш пассажирский поезд, я вам расскажу, как настраивать камеру для съемки. Это вы меня давно просили, и наконец-то я решил это сделать. Сейчас нужно сделать пробную фотографию с текущими параметрами. Вот делаю я эту фотографию. Смотрю, и она очень темная. Вот посмотрите сами, фотография супер темная. Значит, нам нужно сделать фотографию более светлой. Какие есть инструменты? Первое. Можно увеличить ISO, то есть светочувствительность. Сейчас у меня стоит 200. В данном случае можно поставить, ну, например,
800 я поставлю смело. У меня полный кадр, можно поставить даже 1000. Побочный эффект. Чем больше чувствительность, тем больше зернистость на фотографии. Это, скажем так, не лучшее качество фотографии, когда она зернистая. Но на полнокадровых камерах, вроде EOS 5D, зернистость не так заметна, да и потом ее можно запросто убрать программным способом в компьютере. Второй способ увеличить яркость фотографии – это удлинить выдержку, то есть увеличить время, в течение которого открыт затвор и свет поступает на матрицу. Соответственно, чем дольше выдержка, тем дольше открыт затвор и тем дольше свет поступает. Чем длиннее выдержка, тем больше смазанность фотографии. То есть, если у вас движущийся объект, длинная выдержка придет к тому, что он смажется. И это дефект, который никак нельзя убрать в фотографии на сегодняшний день, это нельзя исправить. Поэтому выдержку, особенно когда фотографируете движущиеся объекты, лучше всего ставить как можно более короткую. Например, 1/500 это для поездов, как правило, отличная выдержка. Если поезд едет медленно, можно увеличивать, допустим, 1/400 секунды, 1/320, 1/250 и так далее. Предел это, наверное, 1/250, и то это уже совсем край, если медленный поезд. Ну и последний способ увеличить яркость фотографии – это увеличение диаметра диафрагмы. В данном случае стоит 8,0. Мы делим единицу на число диафрагмы, то есть чем вот эта цифра больше, допустим, 8,0 это закрытая диафрагма, 10,0 это еще более закрытая диафрагма, а в другую сторону это, наоборот, открытая диафрагма. И чем вот это отверстие, которое и есть диафрагма, чем это отверстие больше, тем больше в него проникает света. Соответственно, если мы хотим фотографию сделать более светлой, нужно диафрагму открывать, но при открытой диафрагме уменьшается глубина резкости. Короче, сложно достаточно объяснить сходу, не подготовившись, поэтому вот вам такая иллюстрация глубины резкости. Короче говоря, когда фотографируете поезд, глубину резкости лучше оставить как можно больше, а для этого диафрагму лучше всего закрывать. Если коротко все, что я сейчас, белиберду, которую я сказал, то стремитесь к тому, чтобы ISO делать меньше, стремитесь к тому, чтобы закрывать диафрагму, и стремитесь к тому, чтобы выдержку делать как можно более короткой. Конечно, не всегда это будет удаваться, но по ситуации смотрите сами, что у вас будет получаться. Делайте экспериментальные фотографии, несколько снимков сделайте перед тем, как фотографировать уже непосредственно поезд, и вы поймете, что вам нужно. Надеюсь, я понятно объяснил, а теперь нужно потихоньку сворачиваться, готовиться снимать пассажирский поезд номер 150, который поедет с классной Машкой. Ну, на самом деле, она, скорее всего, будет в корпоративных цветах, но любая Машка, которая ведет пассажирский поезд, крутая. Пассажирские поезда с Машками — это редкость. Итак, это был поезд номер 150, Минск-Самара. На участке Узловая-Ряжский его тянет Машка. Что повезет его дальше, мы пока не знаем. Возможно, сейчас попробуем поехать вслед за этим поездом куда-нибудь туда, за Ряжск, обратно в сторону Пензы, и уже сфотографируем его там с каким-нибудь другим локомотивом. А может и нет, я пока не знаю, мы не решили. В любом случае, фотография получилась замечательная. Ради одной этой фотографии уже можно было затевать сегодняшнюю поездку. Прежде чем показать следующую локацию, хочу напомнить, что если вам нравится видео, которое я создаю, вы можете поддержать мой канал монетой. Есть несколько способов это сделать. Во-первых, спонсорские площадки, это Boosty и моя группа ВКонтакте. Там за небольшой ежемесячный платеж вы сможете смотреть дополнительные видео, читать дополнительные статьи. Можете оформить DZN премиум, а также можете приобрести сувениры. Например, есть классный набор открыток практически на любую транспортную тематику. И, наконец, недавно у меня появилась возможность сделать чехлы для почти всех моделей телефонов с классными фотографиями. Вы можете выбрать себе фотографию из заготовок вот из этого каталога, можете заказать что-то новое, можно собрать для вас вообще коллаж. В общем, пишите мне в любые доступные соцсети, ВКонтакте, в Телеграм, все ссылки в описании. А мы переходим к перегону Ряжск-1, Ряжск-2. Сейчас здесь поедет тот же самый поезд, который мы фотографировали с Машкой, но теперь он будет с другим тепловозом. Когда мы ехали по переезду через станцию Ряжск, мы видели, что это будет 2Т10 какой-то там. Сейчас узнаем какой. Уже довольно темно на улице, поэтому сейчас будем придумывать какие-то сложные настройки для съемки. Попробуем, как и в прошлый раз, сначала сделать фотографию с текущими настройками, которые были в прошлый раз. Итак, делаем. Вы можете видеть, что фотография супер темная. Сделана она при параметрах
ISO 1250, выдержка 1/800 и диафрагма 6,3. Естественно, это не подходит, поэтому сейчас будем подбирать другие настройки. Попробую удлинить выдержку. Поставлю 1/250. Делаем пробную фотографию. Уже получилось светлее, но все еще темновато. Диафрагму я закрывать не хочу, потому что будет размытие заднего плана. Делать выдержку более длинной тоже неразумно, потому что будет смаз. Остается только увеличивать ISO, потому что из всех трех параметров только последствия слишком большого ISO можно убирать на компьютере. Смаз и размытый фон на компьютере убрать нельзя, а вот убрать шумы можно двумя кнопками мыши. Пробуем. ISO 1600. Фотография все еще довольно темная, поэтому, я сделаю следующим образом. Я просто дождусь появления поезда, и когда он поедет, уже на месте буду подбирать параметры. Вдруг он поедет медленно, и можно будет сделать еще более длинную выдержку. Сейчас мы это проверим. Как видите, поезд едет довольно медленно, поэтому я рискну и поставлю длинную выдержку 1/125. Посмотрим, что из этого получится. На первый взгляд кажется, что есть небольшой смаз, но в любом случае нужно смотреть на экране компьютера, потому что экран фотоаппарата может врать, плюс камера телефона может не так передавать. Скоро мы и узнаем, что из этого получилось. Я сделал серию из почти 20 фотографий. В итоге смог выбрать 3 самых удачных, без смаза, с нормальной глубиной и резкостью. Задавил шумы в программе DxO. И, в общем, вот результат. Получились отличные фотки. Мне нравится. А вам? А с вами были Игорь Абросимов и Автобус Мастер. Только он поленился выходить, потому что очень хочет домой. Подписывайтесь на канал, смотрите здесь, конечно же, другие классные видосы, ставьте лайк, пишите комментарии, регистрируйтесь в City Drive с вот этим промокодом, даже если вам 18 лет, а права вы купили только вчера. Ну и до новых встреч, увидимся в следующих видео.